Всем привет! Меня зовут Вика. Давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. В чем же вы боитесь признаться даже самому себе? Сегодня будет довольно такой интересный, необычный расклад. Конечно же, как всегда, с такими вот психологическими отступлениями, потому что мы будем вскрывать ваши такие потайные души. Именно то, в чем вы реально боитесь себе признаться, что вы понимаете прекрасно, но вот по какой-то причине вот боитесь этого, да, вот. Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на канал, делитесь видео с друзьями. И смотрим, в каких энергиях вы находитесь. Здесь, смотрите, здесь проигрывается ситуация, опять же, помним, что это общий расклад, да, попытаюсь сейчас разные варианты вам описать. У кого-то сейчас проигрывается ситуация безденежья, ну не такого прям тотального безденежья, но то есть финансовые проблемы. Это могут быть урезание зарплаты, это могут быть сокращения. Возможно, вы только устроились на новую работу, вам еще не заплатили денежку. Это может быть какая-то крупная покупка, да, вот вы деньги вложили куда-то, что-то купили, и теперь у вас, ну, такая вот легкая нехватка. Это может проигрываться еще ситуация, когда вы находитесь в таком ступоре, в тотальной какой-то растерянности до такой степени, что ну как-то позабросили даже вот свой внешний вид. Это может касаться ситуаций, когда вот люди расходятся, да, и мужчины, ну иногда и женщины, вот опускаются до такой степени, что ну, начинают, ну, как бы даже не ухаживать за собой, да, начинают там не мыться, не бриться, вот в чем ходит, в том и ходит, и по барабану, там месяц не стиранный, не глаженный, ну, в таком смысле. Кто-то начинает в рюмку чая заглядывать. Это особенно касается тех, кто вот недавно развелся, потому что здесь такие острые эмоции, острая боль такая, и из-за этого, ну, человек, ну, полностью, ну, забил на себя, да, вот, грубо говоря, по барабану, как ты выглядишь, в чем ты одет, что ты ешь, вообще там, что у тебя в холодильнике мышь повесилась или вообще как ты живешь. То есть у некоторых может тоже такая ситуация проигрываться. Вы еще человек, который... Но это независимо от того, как давно вы, допустим, разошлись с своей женщиной. Вот сейчас, ну, я бы смело могла назвать вас холостяком. Вот холостяк, один холостяк будет в поисках, да, а другой холостяк, это будет осознанный выбор, что никого не хочу, ничего не хочу, друзья есть, работа есть, там хобби какое-то есть, и мне этого достаточно. То есть это такой вот осознанный выбор может быть. Хотя, смотрите, вот еще ностальгия есть. Вот может проигрываться, что у вас есть ностальгия по прошлому. По прошлому, поэтому вы, ну, закрыли свою душу, сердце на большой-большой замок и не хотите никого и ничего нового, потому что вы еще не успокоились, потому что еще болит, потому что вот вы еще думаете, мечтаете о прошлой своей женщине, с которой вы разошлись. И здесь присутствует, ну, реально момент такой ностальгии, либо же желание вернуть все обратно. Поэтому я не вижу у вас сейчас, ну, рядом женщины, которая была бы вашей новой любовью, так скажем. Также, что еще могу сказать? Вы человек довольно такой работящий, вы очень умелый, вы человек, который, ну, возможно, связаны с какой-то такой, ну, рабочей профессией, да, это может быть связано и с физическим трудом. У других же тоже вот может проигрываться, что с поездками вот за рулем, может быть, с дорогой, как-то с командировками может быть связано. Вы также еще человек, ну, по своей природе, вот вы довольно скрытный человек. Вы стараетесь как-то особо о своих проблемах не распространяться. Но это такая вообще, в принципе, чисто мужская черта. У многих мужчин такая черта есть, потому что вы по своей природе, вы вообще любите решать проблемы и принимать решения именно самостоятельно. Потому что мужчины не любят, когда их жалеют, когда их там поучают, да.
Ну, бывают иногда исключения, когда вы можете, может быть, там у близких приятелей посоветоваться, либо же там родственники. В каких-то, ну, экстраординарных таких моментах вы можете посоветоваться. А так вы вообще человек, который привык принимать решения сам. Ну, такой вот вы, в принципе, ну, довольно самостоятельный человек. Вы очень уважительно ставитесь вот к людям, причем к людям как старшего возраста, так же, как и к детям, к женщинам. Вот у вас настолько такое воспитание, что ну, мужчина всегда в любой ситуации должен оставаться мужчиной. Причем здесь может быть так, что даже вот если вы разошлись со своей женщиной, вы даже сейчас, как бы вам не было больно, обидно, вы даже сейчас стараетесь, ну как-то, ну по совести, по-человечески относиться к этой вашей женщине, которая вам причинила вот эту боль. Даже если вы сейчас с ней вот по какому-то поводу общаетесь, да, может быть, кто-то по вопросам детей там общается, еще какие-то нерешенные вопросы, вы все равно стараетесь себя держать в руках, ну, чтобы не сорваться, да, вот не сорваться на крик, не затеять скандал. А вот именно стараетесь быть на высоте, как настоящий мужчина. Ну и прекрасно вы понимаете, что нет смысла скандалить, потому что ну, это ничего не решит. И в принципе это правильно, потому что крики, тем более если рукоприкладство, то это только показатель слабости. Это не показатель силы ни в коем случае. Вы хороший сын. Если у вас есть родители, да, то вы им помогаете там и финансами, и, может быть, что-то мастерите. Если же родителей нет, то это было, конечно, в прошлом, тогда вы были хорошим сыном. Даже может, кстати, проигрываться, что вы можете, ну, даже не можете, а владеете какими-то вот такими искусствами, так сказать, которыми владеют женщины. То есть вы можете делать даже те вещи, которые, ну, кажутся некоторым экстраординарными. Кто-то может на машинке шить, кто-то, может быть, даже вы умеете вязать на спицах, да, казалось бы, это женские такие вот развлечения, женские занятия, но тем не менее, думаю, что вы умеете, да, вот и на машинке строчить, да, и кушать приготовить, и умеете много чего делать, то, что далеко не каждая женщина умеет делать. Вы человек однолюб, вы однолюб до такой степени, что вот если вы влюбляетесь, да, вот вы знаете, что у вас есть семья, там, ну, либо же серьезные отношения. Если у вас одна женщина, то у других просто нет шансов. Другие женщины для вас, ну, просто перестают существовать. Ну да, вы полюбуетесь просто как в музее, да, вот как картинкой красивой. Вот пошла красивая, ну так, оценили для себя и все. Чисто оценили. Но сказать, что вы гуляка, я абсолютно в это не могу сказать. Скорее наоборот. Скорее даже вы осуждаете мужчин, которые постоянно меняют женщин, которые вот развлекаются, которые изменяют, но это абсолютно не про вас. Да, среди вас есть мужчины, которые, ну, были такие вот левачки маленькие, когда вы изменяли, но это была, ну, так сказать, вынужденная измена, просто потому что вы понимали, что все, отношения рушатся, любви нет. Возможно, даже вы подозревали, что измена есть. Вы чувствовали либо же женскую холодность, ну, жены в смысле, да, вот с которой вы были, либо же это было полное отсутствие интимной жизни. Ну, то есть это такие вот из ряда вон выходящие такие ситуации, которые, ну, волей-неволей вас подталкивали к измене. Хотя это может быть даже измена, о которой вы потом пожалели, да, вот, ну, случился левак от безысходности, вот самое такое, наверное, правильное слово от безысходности. И то, я думаю, даже вы этот левак оттягивали, потому что как-то мерзко было, как-то противно, да, ну, с одной стороны, вроде бы есть и женщина, которую ты любишь, но она тебя не отдает ничего, она тебя не любит, и ты просто вынужден идти на сторону, даже, ну, чисто по природе, по физиологии, да, по другим моментам, но не будешь же ты жить с женщиной годами, да,
и, извините, заниматься рукоблудием постоянно. Ну, как-то, ну, это неправильно. Но, тем не менее, такие случаи среди вас тоже были. Давайте теперь разбираться, в чем же вы боитесь признаться самому себе. Потому что вы человек такой, знаете, вот сегодня у нас будет такой вот расклад, ну, вот чисто, да, психологическое таро. Мы будем вскрывать вот эти вот ваши такие, ну, пузыри, черяки, как угодно называйте, которые... Ну, в чем-то да, в чем-то болезненные будут, в чем-то будут не очень приятные. Но, тем не менее, я хочу до вас донести те моменты, в которых вы реально боитесь себе признаться. Вот даже вы звоните, вот некоторые на личные расклады, да, и мы смотрим, и вы сами потом удивляетесь и говорите, ну, в принципе, я это знал, да, вот вы подтвердили то, что я знал и я чувствовал. Но вы позвонили мне, чтобы я подтвердила, да, что вы правы, вы правильно чувствуете, что это так и происходит. Поэтому сейчас мы попытаемся вот какие-то ваши потайные души, да, подсознание, может быть, немного вскроем и посмотрим, вот чем вы дышите, что у вас болит, да, вот что болит у вас вот на сегодняшний день. Вот посмотрите, вот гроб, конечно, не очень приятная карта, не люблю я ее. Вот на сегодняшний день у вас болит то, что у вас закончились отношения. У вас болит, вот болит ваша израненная душа, да, вам до глубины души обидно, больно то, что вы вкладывались в женщину, вы давали, да, вот вы делали из нее красотку. Возможно, даже кто-то из вас сделал из женщины, ну, из Золушки королеву сделал, да, вот своими именно какими-то, я не знаю, там кто-то гардероб поменял, кто-то там на косметику, на все вот эти атрибуты давал, да. То есть у вас самая такая острая боль на данный момент — это то, что вам причинила женщина. Это не важно, недавно вы разошлись или давно. Причем, вот смотрите, у вас это болит до такой степени, что вот у некоторых из вас реально были проблемы по здоровью. Либо же сейчас, вот после разрыва, вот, либо же сейчас вы, если это было недавно, вы находитесь, ну, таком вот в плачевном состоянии. Это могут проигрываться и сердечно-сосудистые заболевания, это могут быть какие-то болезни, вот связанные с давлением, да, это нарушение сна, нарушение психики, нарушение именно вот, ну, такие вот нервозность, да, вот нервно-психические такие заболевания, которые даже, возможно, вас либо же уложили в постель на какой-то момент, либо же вы были вот в шаге до больницы. Еще чуть-чуть, да, вот вы могли быть в больнице. Кто-то по психиатрии, кто-то с сердцем, да. Я знаю, что у некоторых из вас, да, не будем называть имена, ну вот сами вы мне вот, да, вот рассказывали, что после развода вот были реально инфаркты. Это, конечно, ужасные вещи, но тем не менее. Причем вот, знаете, у вас болит то, что можно назвать вот, это ваша, ну, самая острая боль, это то, что вы разуверились в женщинах. Вот вы разуверились до такой степени, что почему вот вы многие, даже вот я смотрю по раскладам, вы пишете, что вот я кайфую, мне так классно, да, вот я уже рассказывала, в принципе, когда-то. Это всего лишь ваша защитная реакция, потому что, ну, человек, любой человек, он по своей природе должен быть в паре. А вы вот те, которые рассказывают, что да, я кайфую и для себя живу. Да, вы можете пожить для себя, но это какой-то период. А потом на вас накатит опять грусть, печаль, тоска, и потом вы почувствуете, как вам больно, как вам плохо. Вы сейчас вот понимаете, да, что вы покайфуете, ну, пороманите, как угодно называйте. А что будет дальше, да? Эти все девочки-однодневочки, они очень быстро наскучат. Это все очень быстро приедается, потому что любому человеку хочется быть любимым, хочется любить, хочется ради кого-то жить. Потому что, ну да, это еще по молодости, там можно потусить для себя, покайфовать. А что дальше, да? А тем более, если нет ребенка, вот в таком плане. А тем более, если у кого испортились отношения и с детьми после разрыва, да. Поэтому здесь может еще проигрываться у вас такая болезненная ситуация, что вы либо же не видите детей, либо очень редко это происходит.
Это может быть, ну, чисто женская такая манипуляция, когда, ну, детей либо же не пускают к отцу, либо же, либо же это очень редкие встречи. И смотрите, что у нас получается, да? Вот вы, особенно те, кто сейчас вот решил поставить крест вот на себе, на личной жизни, да, вот кто опустил руки, вы человек, который, знаете, вы свои вот какие-то чувства, да, любовь, вот все, вы как будто ну, туда глубоко-глубоко в душу засунули, что теперь, ну, никакими клещами это невозможно вытянуть. Это ваша проблема, это ваша боль, вот эти вот все страхи, да, вот эти все недоверия к женщинам. Здесь может быть даже, ну, такая вот реально тотальная ну, недоверчивость к женщинам, здесь может быть ненависть к женщинам. Вы с этим живете, вы это копите, понимаете? Чем больше вы это в себе копите, тем больше оно, вот знаете, идет как, ну, как снежный ком. Эта ненависть растет все больше. Вот ненависть растет, потому что вы видите, что вокруг женщины, даже вот с которыми вы, ну, каким-то образом общаетесь, кто-то по интернету, кто-то в реальности общается. Да, вот вы общаетесь, даже пусть по-дружески. И вы понимаете, что нет, эта женщина не годится, и эта плохая, и та плохая, и та плохая. Вы накручиваете себя еще больше. У вас еще больше недоверия, еще больше вы считаете женщин корыстными, еще больше вы считаете их предательницами, понимаете? И тем самым вот этими мыслями вы еще больше себя добиваете. Поэтому здесь такая вот ситуация, когда, знаете, вот вы вот добровольно, реально добровольно себя закрыли на 7 замков, вот именно от серьезных отношений, вот именно от серьезных. Вы закрыли себя, закрыли свое сердце, вот вы похоронили. Даже, может быть, вы для себя решили, что все, любовь бывает один раз, я больше никого не смогу полюбить. Вот реально вот вы себя просто похоронили, свою любовь, свои чувства, да? Хотя давайте вот посмотрим, на самом деле, что же у вас в душе, вот что вам хотелось бы. Вот вы настоящий, давайте смотреть вот вас настоящего. Это сейчас вот мы проговорили с вами ту боль, да, вот что у вас происходит. Вот эти ваши, ну, маски, так скажем. Вот ваша реальная такая маска. Маска по защите от женщин. Смотрите же, что у вас по-настоящему в душе, что бы вам хотелось, да, вот вы настоящий. Вы как бы там ни было вам тяжело, вот если вот копнуть очень-очень глубоко, вот вы ждете все равно вот этого подарка судьбы, под названием женщина. Вот вам бы все равно хотелось. Пусть это очень глубоко в душе, но вам бы хотелось встретить женщину, встретить настоящую любовь. Вот вы это ждете до такой степени, что, знаете, вот вы даже многие в душе, но это так, если по-честному, да, вот вы можете, ну пусть не мне, но сами себе признайтесь хотя бы. Вы бы женились даже еще раз. Вот несмотря на то, что вы вроде бы, да, вы все там похоронили, все и засыпали земелькой. Вы бы, вот если бы встретилась настоящая женщина, настоящая любовь, которой бы вы доверились, которой бы вы открылись, вы бы запросто женились еще раз. У вас очень много осталось нерастраченной любви. У вас такое воспитание, вам просто жизненно необходимо на кого-то тратить свою любовь, в кого-то вкладываться, о ком-то заботиться, да? Поэтому вот эти вот ваши, ну, некоторых, у которых есть развлечения на стороне, кто кайфует для себя, это ваше прикрытие, это ваша маска. Вот что бы вы мне ни говорили, но я вижу то, что происходит вот в потайных вашей души. Вам безумно хочется встретить настоящую любовь, вам этого хочется, но вы сами этого, ну как бы, ну этого не пускаете в свою жизнь. Среди вас есть женщины, есть варианты, которые были довольно бы неплохие для вас. Есть женщины, которые нацелены на серьезные отношения, но вы не хотите их замечать. Хотя, вот я вам скажу,
У вас будет такой шанс, если вы его не упустите, у вас будет женщина именно для семьи. Она будет среднего возраста, приблизительно, ну такая плюс-минус, может быть, ваша, ну средняя, все-таки я считаю, ну лет до 45, ну пусть, ну 50 это потолок, и то это много. Она будет воспитанная, она будет из хорошей семьи, она будет хорошая хозяйка, ухоженная. Ну, то есть все при ней. Вы можете спокойно с ней начать новые отношения, да, которые приведут вас к браку. Но опять же, это будет зависеть исключительно от вас. Если вы, ну, как бы не угомоните свои вот эти страхи, да, вот своих демонов вот этих, вот если вы не угомоните вот эти сомнения, опасения. Кому-то нужна помощь специалиста, кому-то нужно разобраться в себе, в своих мыслях, кому-то нужно сделать работу над ошибками. И тогда вот вы почувствуете облегчение, когда вот вы разберетесь со своими мыслями и чувствами, чего вы хотите. Что вас устраивает в жизни, что не устраивает? Какую женщину вы бы хотели? Вот можете написать даже на листочке. Вот элементарное такое маленькое упражнение, лайфхак. Берете просто на листе бумаги и пишите, какую женщину вы бы хотели. Вот с какими качествами. И вы четенько все прописываете, да, и вы вот читаете потом, и вы наглядно видите, какую вы хотите. Потому что если вам просто вот спросить, да, вы начнете задумываться, там что-то где-то улетело в голове, что-то вспомнил, что-то не вспомнил. А так вы сядьте, пропишите и продумайте, вот какие качества в женщине важны. Конечно же, первые пункты, которые вы напишете, это будет приоритет, да, но это мы подсознательно мы пишем в приоритете, вот что для нас самое главное, мы будем под первыми пунктами прописывать. И вы поймете, что для вас самое главное в женщине, потому что, вот смотрите, если вы будете дальше работать над собой, да, если вы будете обращаться кто-то к специалистам, да, кто-то будет, ну реально, вот, хоть и каждый день вы можете проводить работу над ошибками, вы можете обдумывать, вы можете, ну, советоваться я вам не рекомендую. Вот, знаете, те из вас, кто советуется с друзьями, приятелями, тем более с теми, у которых был, может, не один брак, либо же кто в разводе, но это будут совершенно не те советы, потому что это одно дело, когда ты советуешься с человеком, у которого там 50 лет брака за плечами, и причем счастливого брака, тогда да, тогда вы можете быть в отношениях, там все спрашивать и советоваться, как построить новые отношения. А если это просто там друзья-приятели, да кто угодно, да даже родственники, да, они будут смотреть это со своей колокольни, они будут давать свои советы, которые у вас, может быть, даже не будут работать, они не для вас, они именно для их ситуации. Поэтому смотрите, вот какой результат. Если вы проводите работу над собой, если вы сделаете какие-то вот выводы из той ситуации, которая произошла в вашей жизни, с вашей женщиной, имею в виду, большая вероятность, что вы вступите вот реально в новый брак. Да, у нас карта брака выпала. Причем этот брак будет абсолютно другой. Это будет более счастливый брак. Это, простите, это будут уже отношения, которые построены именно на приставке вот взаимно, да, взаимоуважение, взаимопомощь, то есть все взаимо. Ну и, конечно же, взаимная любовь. Потому что уже в эти отношения вы будете входить, ну, больше так продумано, что ли, да, не только вот сердцем, порывы, потому что, ну, вряд ли вы уже войдете в отношения, которые, как мальчишка, да, вот влюбился, все, стрела Амура, нет. Теперь вы уже взрослый, вы состоявшийся мужчина, который будет все хорошенько взвешивать. Единственное, вот эти все ваши страхи, с которыми либо же вы сами пытаетесь справляться, либо же вы обращаетесь к специалистам. Но я думаю, у вас все получится, потому что вы довольно сильный мужчина, да, вот по всем раскладам, вот и снова у нас выпало. Вы сильный мужчина, вы мужчина, который может обуздать свои какие-то
ну, тараканов, так скажем, да, вы можете их обуздать, вы сможете разобраться в себе, в ситуации, в вашей жизни вы сможете разобраться. Единственное, что всему, конечно же, нужно время. Это не один день пройдет для того, чтобы вот вы прочувствовали, что вот, все, я все понял, да. Это будет очень постепенно, это будет, ну, такая довольно длительная работа над ошибками. Но эта работа над ошибками приведет вот к вас именно к счастью уже с женщиной, которая станет вашим осознанным выбором. Это будет не только сердечко ёкнуло, но уже взвешенное, да, вы знаете, чего вы хотите. Вы будете уже выбирать ту женщину, которая под ваши вот эти критерии подходит. Это будет уже такой, ну, настолько 100% осознанный выбор, что здесь, ну, просто ошибиться будет нереально. Поэтому, ребята, дерзайте, у вас все получится, да, вот и судя по раскладу, и страхи ваши вы все-таки возьмете в оборот, обуздаете это все, да, работу над ошибками вы сделаете. И, конечно же, впереди вас ждут серьезные отношения, и даже у кого-то возможен брак. Чего я вам всем желаю. Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Делитесь видео с друзьями и всем пока!